Как будут выглядеть мир и люди в 2050 году? Никакой фантастики, даже научной. Ведь середина 21 века, 2050 год, это уже через 30 лет. Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего. Джоан Роулинг. Кому больше 30, вспомнят 90-е. Жизнь с тех пор изменилась. Ну хоть сотовый телефон возьмем для примера, 30 лет назад домашние были не в каждой квартире, а сейчас вся жизнь в смартфоне. Но в общем-то мир вполне узнаваем, люди не отрастили жабры и не переселились на Марс. Именно так, по мнению экспертов журнала National Geographic, через 30 лет будет выглядеть среднестатистическая американка. Разделение между расами будет сокращаться все сильнее. Сейчас люди знакомятся по интернету и не обращают внимания на цвет кожи или разрез глаз. Конечно, некоторые характерные особенности будут оставаться, и вы все равно, если приедете, например, в Азию, это заметите. Согласно опросам, современная молодежь лояльно относится к межрасовым отношениям. И разделение уйдет в небытие. Что у меня проблема? Ты им сказала, что я белый? Белый? Ты белый? Остановитесь! Что же будет в итоге? Много-много разнообразных людей смешанных рас, или наоборот, некое единое среднее? Эксперты склоняются ко второму варианту. Будет некий единый тип людей с индивидуальными внешними особенностями. Такой сценарий возможен в США и Европе. А как же в целом по миру? Если составить портрет среднестатистического жителя мира, то есть с самой распространенной национальностью, возрастом и полом, то гражданин мира – это 28-летний китаец. Но Индия обгоняет Китай по темпам роста и скоро может выйти на первое место. К 2050 году гражданином мира, скорее всего, будет 34-летняя жительница Индии. Каким же будет быт в 2050 году? Известный американский физик и футуролог Митя Каку пытается предсказать, что ждет человечество. Но не в глобальных социальных вопросах, а в обычной жизни. Главное, что будет влиять на мир в ближайшие десятилетия, это искусственный интеллект и нанотехнологии. Как когда-то электричество и двигатель внутреннего сгорания перевернули мир, так они изменят его сейчас. И если раньше главные ресурсы для энергии были нефть и газ, то сейчас данные. Барьеры в общении будут уничтожены. В интернете можно будет транслировать эмоции. Как сейчас смайлики, но только по-настоящему. И человек на другом конце будет понимать, что именно вы чувствуете. Само собой, искусственный интеллект скоро научится идеально переводить с любого иностранного языка. Снизится ценность бытовых предметов, за которыми гоняются шопоголики. Ведь любой предмет можно будет просто распечатать на 3D принтере. Главное – купить или сделать интересный дизайн. Вот где будут соревноваться люди. Не у кого круче тачка и кто больше заплатил, а кто интереснее придумал. Свобода творчества выйдет на передний план. Мрачно. Точно. Мрачно. Кстати, продолжительность жизни будет расти не просто потому, что изобретут новые лекарства. Просто уже у вас дома будут сканеры здоровья, которые сами перенаправят информацию в случае любой угрозы. Болезнь можно будет распознать на начальном этапе, а искусственный интеллект даст точные рекомендации, как опытный врач. И сделает это сразу. Элита начнут терять власть. Политикам и олигархам все труднее манипулировать людьми. Это тренд по всему миру. Если раньше политику было достаточно показать пальцем на врага, и начиналась война, то сейчас люди фильтруют любые заявления властимущих. Молодежь, взрослые будущего 2050-го, не видит смысла в конфликтах между странами. Всем становится очевидным, что конфликтуют не страны и нации, а элита, которые стоят у власти. Так зачем им помогать? У них и так власти деньги. Мне кажется, что главное, что будет в мире 2050-го, это стирание границ между странами. Сейчас становится очевидным, что у людей много общего, а уж когда изобретут эффективные переводчики, то общаться с европейцами, азиатами и американцами станет очень просто.
На этом все. Спасибо за просмотр нашего ролика, мы очень старались. Подпишитесь, чтобы не пропустить много интересного.